День 1605. Алекс на связи. Многим не по душе находиться в умном доме, не хочется менять свои привычки, хоть не хочется подстраиваться под автоматизации, хочется доказать, что они лучше знают, как все должно работать, или хотят доказать, что автоматизация не очень хорошо работает. Но, конечно, к умному дому нужно подстраиваться. Не придумали еще такое устройство, которое может угадывать желания, поэтому нужно понимать, как работают автоматизации, какие голосовые команды и за что отвечают. Например, у меня в гостиной автоматизирован включение света. Это стоит датчик присутствия людей, и он определяет, если человек заходит в комнату, то он включается, и если человек уходит, то он выключается. Но периодически все, кто приходят, заходят в комнату, пытаются сами включить принудительно свет, а также, когда выходят, выключают. И вроде как получается, что сама автоматизация не очень удобна. Или наоборот, находятся в комнате и, например, делают какие-то действия, там перестают шевелиться. И, конечно, умный дом не может понять, что в комнате кто-то есть, и начинает выключать свет, что тоже многим не нравится. Также у меня автоматизировано включение света в туалете, и когда туда заходят, открывают дверь, срабатывает датчик открытия двери, и свет включается. Когда закрываешь дверь и повторно открываешь, то он выключается. Но, конечно, соответственно, когда кто-то заходит, предпочитает нажать кнопкой включения, тут же открывает дверь, и свет выключается, и потом возмущение, что, соответственно, свет работает неправильно, автоматизация делает все не так, как положено, хотя, конечно, сначала объясняю, что там нужно делать и так-то, что алгоритм работает таким-то образом, но, конечно, хочется нарушить его сразу и сделать все по-другому. И, например, когда говоришь, что дверь нужно закрыть, обязательно, и перед тем, как повторно открывать, то все равно дверь могут до конца не закрыть, и потом при входе, соответственно, он снова включается автоматически, или при закрытии двери тоже возмущается, что почему так работает. В ванной комнате у меня тоже сделана автоматизация света по тому же примерно принципу, но там гораздо больше функций, потому что там еще есть встроенный датчик движения в ванной, и, соответственно, он тоже отслеживает наличие людей и реагирует на движение. Поэтому тоже нужно понимать, что если дверь закрыта и свет выключился, значит нужно подвигаться, и тогда он включится. Но, конечно, начинает открывать двери, он опять включается, включает кнопкой свет, и потом закрывает дверь, но снова выключается. Это тоже нервирует. И также сделана автоматизация работы вентилятора в ванной. Он включается по достижению определенного уровня влажности. И если влажность высокая, то он включается. Если влажность низкая и свет выключен, то она, соответственно, выключается. Но начинает принудительно либо включать вентиляцию, что, в принципе, не так уж страшно, но тогда теряется именно смысл, что вентилятор работает, соответственно, влажность низкая, и вроде как бы незачем гонять вентилятор. Ну, просто многие привыкли, чтобы вентилятор работал во время нахождения человека в ванной, и, соответственно, хотят, чтобы именно так и было. Или когда выходят, начинают выключать вентилятор принудительно и закрывают дверь. Но в этом случае, соответственно, влажность высокая остается в ванной, и, конечно, это плохо сказывается. Вентилятор сам я уже принудительно не включаю, потому что мало ли там какой-то, допустим, сбой или никого нет. И гонять вентилятор в отсутствие людей в ванной или в доме, в квартире, то это вроде как не очень хорошо. Разные сложности возникают при работе света в коридоре. У меня он тоже сделан автоматически, включается при открытии входной двери и выключается через какое-то время. У меня это сейчас установлено 1 минута, если движения нет, и по датчику движения, соответственно,
движение не обнаружено, то свет выключается, но иногда человек находится, например, в коридоре, вне зоны действия датчика или в другой комнате какой-то и ходит из одной комнаты в другую, то, конечно, так получается, что либо долго горит свет, и людям это не нравится, либо он выключается несвоевременно, и тоже неудобно. Также, когда датчик присутствия, например, стоит, у меня бывает так, что у него есть логика, когда человек ушел из комнаты, то он через некоторое время отключается. И если это по умолчанию сделано было у меня изначально 15 секунд, то вообще неудобно. Человек ушел из комнаты, вернулся, и свет уже выключается либо в момент входа в комнату, либо непосредственно перед этим. И, конечно, это сильно раздражает и пытаются как-то по-другому настроить. И мне пришлось даже сделать правило, которое просто отключает эту автоматизацию на время таких вот походов из одной комнаты в другую. Также есть датчик открытия двери, который находится на входе на балкон, и он отвечает за управление освещением и обогревом этого балкона. И если дверь закрыта, то все отключается, потому что это как защитная функция работает. Но опять же, это может кого-то не устраивать. И вроде как ожидают, чтобы при закрытой двери работало все, но так не бывает. Если дверь закрывает и все выключается, то возмущению нет предела. И, конечно, каждый раз приходится объяснять, как эта автоматизация настроена, почему она так настроена и что нужно делать именно так, а не иначе. Включение света тоже очень много особенностей. Если, например, светло в комнате, автоматизация так настроена, что когда светло или по определенному времени она перестает включать свет дополнительный в комнате, то, например, заходишь в комнату, и когда он не включается, это не очень удобно. Приходится каждый раз возвращаться, включать его вручную. Даже я сам, когда настраивал так, что у меня, допустим, после 24 часов, то есть с полуночи, чтобы постоянно большой свет не включался в комнате, сделано было ограничение, что только ночник работает. Но я опять сам забывал, и когда захожу в комнату уже, допустим, в первом часу ночи, то свет не включается, и я думаю, наверное, уже какая-то автоматизация сломалась, и нужно опять начинать чинить. Ну и много раз была ситуация, когда на каком-нибудь радиаторе отопления, дополнительном обогревателе, который я использую для обогрева комнат, выставлен режим максимальная температура и управляется через систему умного дома. Всегда кто-нибудь может найтись, который либо просто выключит вручную этот обогреватель, или включит, наоборот, максимальный режим, или еще какие-то действия совершит. И потом возникают непонятки, почему температура в комнате либо очень низкая стала, либо очень высокая. И приходится проверять сначала правила, а потом оказывается, что это просто кто-то специально так сделал, но забыл мне об этом сказать.